Вертолет массой 1 тонна находится на высоте 50 метров. На какой высоте его потенциальная энергия возрастет на 245 килоджоулей? Уже из разряда очень простых задач. Масса вертолета равна 1 тонна. Он находится на высоте H1 равно 50 метров. На какой высоте его потенциальная энергия возрастет на 245 килоджоулей? Дельта В. На 245 килоджоулей. Так нам нужно знать, какую он будет высоту приобретать после того, как его энергия возрастет на 245 килоджоулей. Находится здесь вертолет на высоте 50 метров. Он имеет здесь, конечно, какую-то определенную потенциальную энергию, но у нас не спрашивают. Нам нужно знать, какая у него будет высота, когда ему добавят вот эту вот энергию. Он должен где-то подняться на какую-то другую высоту, скажем, это H2. И вот это вот его изменение высоты должно сопровождаться тем, что он затрачивает вот такую 245 килоджоулей. И тогда общая высота, вот эта, на которой он сейчас будет, поднимется после того, как затратит 245 килоджоулей, будет равна. Мы можем сразу записать о том, что H большое равно H1 плюс H2. В данном случае H1 нам известно, что 50 метров. Нужно узнать, какой будет H2. У него здесь есть уже какая-то потенциальная энергия на этой высоте, но нам нужно знать разницу. Вот эту вот. Если он будет подниматься на высоту H2 с этой именно точки, он затратит потенциальной энергии, которая будет по отношению к этой разнице 245 килоджоулей. Можем написать о том, что дельта W – это разница потенциальной энергии. Равна чему? Равно его массе G и умножить на H2. Отсюда H2 можно найти, чего она будет равна дельта W делить на mg. Итак, тогда общая высота, на которой он будет уже находиться после того, как затратит 245 килоджоулей. Давайте запишем. H будет равно H1 плюс вот это значение H2 W на mg. Все данные здесь есть. Давайте подставим. H равно. Здесь у нас будет 50 метров. Прибавить 245 килоджоулей. 245 килоджоулей. Умножим еще на 1000, чтобы получить значение джоуль. Тут у нас же килограммы, тут метры и так далее. Чтобы у нас были одинаковые величины, каким-то образом мы можем это все будем сокращать или убирать. И здесь внизу mg. Масса равна 1 тонна, 1000 килограмм. И умножить на 9,8 метров за секунду в квадрате. Ну, с этим слагаемым у нас вопросов нет, это метры. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Во-первых, можем эту 1000 сократить, но мы ее сократим немножко позже. Давайте распишем, что у нас собой представляет джоуль. Джоуль, мы знаем, это что равен ньютону умножить на метр. Тут килограммы, метры за секунду в квадрате. Но можно и ньютоны это все расписать. Килограммы умножить на метры на секунду в квадрате и еще умножить на метры. Вот что у нас будет джоуль равен таким величинам. Килограмм на метр на секунду в квадрате умножить на метр. Итак, вместо джоуля можем записать вот это все, что мы только что получили. 50 у нас так и остается метров. Прибавить дробь 245 на 1000. Здесь килограмм на метр и на метр можно записать. Смотрите, мы запишем так. Килограмм на метр и еще раз на метр. Не будем пока их объединять. Секунды в квадрате пойдут в знаменатель. Вот мы сюда их и запишем. Теперь разберемся, что у нас со знаменателем получается. На 1000 килограмм умножить на 9,8 метры. А секунды в квадрате, естественно, пойдут в числе. Теперь давайте посмотрим, что мы будем здесь сокращать. Секунды в квадрате, понятно, сразу вот сократились. Смотри, килограммы у нас тоже сократились. И одни метры сократились. Я специально здесь не писал метры в квадрате, для того, чтобы можно было просто видеть, как это все сокращается. Что у нас осталось? Всей этой дроби остались одни метры. Одинаковые тут метры и здесь метр. По размерностям все хорошо. Итак, 1000 мы можем сократить. Что у нас получается? 245 разделить на 9,8 равно 50 метров плюс 25 метров равно 75 метров. Итак, после того, как вертолет затратит энергию 245 килоджоулей, его высота станет с 50 метров равна будет 75 метров. Здесь напишем H равно 75 метров. Еще раз повторю, что задача очень простенькая. И как пример тут показано, каким образом проводить соответствие между вот этими именованными величинами, каким образом они будут сокращаться здесь для того, чтобы получать одинаковые значения.